В VIII веке татаро-монгольская империя была одной из самых больших и могущественных в мире. Ее войска завоевали большую часть Евразии, включая Россию. Многие русские города были захвачены татаро-монголами и превращены в племенные уделы. Если бы вы жили в те времена и попали в плен к татаро-монголам, что бы вы делали? Во-первых, нужно понимать, что жизнь в плену была очень трудной. Войска татаро-монголов были известны своей жестокостью и безжалостностью. Они часто убивали пленных или продавали их в рабство. Однако, если вы были удачливы и вас не убили, то вы могли оказаться в разных ситуациях. Если вы были мужчиной, то, вероятнее всего, вас отправили бы на работу в качестве рабочей силы. Вы могли работать на строительстве или на полях, выкапывая каналы для орошения земель. Если вы были достаточно сильным и выносливым, то могли даже стать конным слугой у какого-нибудь высокопоставленного офицера. Если вы были женщиной, то ваша жизнь была еще труднее. Вероятнее всего, вас отправили бы на продажу рабства или на работу в качестве прислуги. Вы могли стать служанкой у богатых татарских женщин или работать на поле вместе с мужчинами. Однако не все пленные жили в таких ужасных условиях. Некоторые из них могли получить более льготный статус благодаря своим способностям или знаниям. Например, если вы были хорошим кузнецом или ювелиром, то вас могли отправить работать на службу у хана или другого высокопоставленного чиновника. Кроме того, если вы проявляли верность и преданность своим новым хозяевам, то у вас была возможность получить свободу. В некоторых случаях татаро-монголы освобождали своих пленных и даже дарили им землю или другие ценности. В любом случае, жизнь в плену была очень трудной и опасной. Вы должны были быть готовы к тому, что ваша жизнь может зависеть от вашего поведения и отношения к своим новым хозяевам. Однако, если вы проявляете ум и смекалку, то у вас была возможность выжить и даже получить свободу. Здравствуйте, дорогие подписчики канала «Великолепные истории». Спасибо, что помогаете детям. Вместе с вами мы собрали уже более 1500 рублей и организовали занятия замечательной девочки Даши из города Чебоксары. Ребенку 13 лет, она занимается английским языком индивидуально, хотя страдает ДЦП, и для нее это очень сложно. Но она мотивирована и с радостью работает каждый день. Большое вам спасибо, что поддерживаете Дашу.